44-летняя женщина пришла в больницу с новорожденным ребенком, заявив, что у нее были стремительные домашние роды. От осмотра врача она категорически отказывалась, но после долгих убеждений все же согласилась. Оказалось, что у женщины не было матки, следовательно, она не могла родить. Чей это был ребенок? И как он у нее оказался? Давайте разбираться. 42-летняя Норма Джин Джексон после развода проживала одна. У женщины были взрослые сын и дочь, но из-за постоянных разногласий они перестали общаться. Норма работала медсестрой в родильном отделении больницы Кайзер. Однажды Норма познакомилась с Чарльзом Армистедом. Они стали любовниками. У Чарльза была жена и двое детей. Несмотря на то, что они не были в законных отношениях и не проживали вместе, женщина взяла фамилию возлюбленного и стала Нормой Джин Армистед. Спустя год отношения любовников практически сошли на нет. Норма видела, что Чарльз потерял к ней былой интерес. Она боялась, что он ее бросит, поэтому всеми силами пыталась его удержать. Норма знала, что Чарльз очень хочет сына и считала, что появление ребенка сможет укрепить их отношения. Вот только женщина не могла иметь детей, но ее возлюбленный не знал об этом. 13 лет назад ей сделали гистерэктомию, операцию по удалению матки. В 1974 году, после очередной ссоры, Норма сообщила Чарльзу о своей беременности и сказала, что уверена, что будет мальчик. Чарльз был рад. Отношения пары постепенно начали улучшаться. Чтобы поддерживать свою легенду, Норма начала имитировать растущий живот и стала носить просторную одежду. В ее беременности был уверен не только Чарльз, но и коллеги на работе. Несмотря на то, что Норма работала в больнице Кайзер, она говорила всем, что состоит на учете в другом медучреждении, которое находится в том же районе. Шли месяцы, время близилось к родам. Норма надеялась, что одна из рожениц, которая поступит в больницу, где она работала, откажется от ребенка, но этого не происходило. Тогда у женщины созрел страшный план. Чарльз был темнокожим, поэтому Норма не могла принести домой ребенка со светлой кожей. Она начала подыскивать беременных темнокожих женщин и мулаток. 20 сентября в родильное отделение поступила 26-летняя Мэри Чайлдс. Она была идеальной кандидаткой для реализации страшного плана, поэтому Норма решила действовать. Роды Мэри Чайлдс были на ранней стадии, поэтому ее положили в палату для наблюдения. В ту ночь Норма оставалась на дежурстве. Она вела себя с роженицей очень дружелюбно. Девушка ни на секунду не сомневалась, что она попала в хорошие руки. Глубокой ночью Норма вколола Мэри большую дозу сильного успокоительного препарата. Она сказала девушке, что это поможет снизить боль. Мэри стало плохо. Она то теряла сознание, то приходила в себя. Затем Норма ввела девушке несколько доз наркотического препарата, который стимулирует родовую деятельность. Практически в беспамятном состоянии Мэри родила дочь и тут же уснула. Не теряя ни минуты, Норма взяла из морга мертворожденного недоношенного ребенка. Его вес был 3 фунта, это примерно 1 килограмм 300 грамм. Женщина положила ребенка между ног Мэри, забрала новорожденную девочку, отвезла ее домой и сымитировала роды в ванной. Ранним утром Норма продемонстрировала ребенка Чарльзу, но тот был разочарован, узнав, что это девочка, а не мальчик. В тот же день женщина поехала в другую больницу, чтобы зарегистрировать рождение дочери, которую назвала Кэрри. Она сказала, что у нее были стремительные домашние роды. Медперсонал удивился, почему Норма не обратилась в больницу, в которой работала. Она ответила, что там плохой послеродовой уход. От обследования женщина отказалась. Она утверждала, что в другой больнице ее осмотрел врач, и у нее все в порядке. История показалась медикам правдоподобной, и они оформили все документы. Пока Норма занималась регистрацией ребенка, в родильном отделении больницы Кайзер проходил утренний осмотр. Мэри Чайлд обнаружили в палате без сознания, с мертвым ребенком между ног. Она была в ужасе, когда ее привели в чувство. Все, что помнила девушка, это то, что медсестра сделала ей укол успокоительного. Анализ крови Мэри показал наличие наркотических веществ. Врачи заявили, что она наркоманка, и именно это убило ее ребенка за несколько дней до родов.
Утверждали, что она родила сама и перерезала пуповину малышу. Она говорила, что в момент поступления в больницу ребенок шевелился, и сам врач слышал сердцебиение. К тому же, предполагаемый вес ребенка должен был составлять около 8 фунтов. Это примерно 3 килограмма 600 грамм. А мертвый малыш был явно меньше. Никакие доводы не переубедили медперсонал. Мэри никто не желал слушать. На следующий день ее выписали из больницы. После обеда Норма позвонила в родильное отделение, в котором работала, и сообщила, что она родила дочь, когда пришла домой после дежурства, и находится в другой больнице. Когда у нее спросили про Мэри, женщина ответила, что действительно делала укол успокоительного и больше в палату к девушке не заходила. Также она добавила, что ушла домой немного раньше, так как нехорошо себя чувствовала. В отношениях Нормы и Чарльза снова наступил разлад. Появление дочери не смогло укрепить их отношения. Женщина была убеждена, что если в их семье появится сын, тогда Чарльз точно от нее не уйдет. Так она снова начала имитировать беременность. Вот только в этот раз у Нормы не было доступа к родильному отделению, чтобы провернуть свой страшный замысел повторно, так как она была в декретном отпуске. Женщина решилась на более страшный поступок. Спустя 8 месяцев Норма подружилась с 26-летней Кэтрин Вирамонтес, которая была на 9-м месяце беременности. Их знакомство произошло возле больницы, и оно было не случайным. Норма специально выслеживала беременных женщин с темной кожей, заводила разговор и узнавала, какого пола будет ребенок. 16 мая 1975 года Норма была в гостях у Кэтрин. Кроме них в доме никого не было. Беременность девушки длилась на неделю дольше положенного срока, поэтому Норма уговорила ее сделать укол, который должен был стимулировать роды. Кэтрин доверилась женщине, так как знала, что она квалифицированная медсестра. Вот только она не догадывалась, что Норма введет ей анестезирующий укол, который парализует мышцы. После того, как Норма обездвижила Кэтрин, она заклеила ей рот скотчем, нанесла удар ножом в горло, а затем сделала кесарево сечение и извлекла ребенка. Это был мальчик. Девушка быстро скончалась от потери крови. Норма укутала ребенка и отправилась в ближайшую больницу, в которой никто ее не знал. Она понимала, что у врачей возникли бы вопросы, ведь всего 8 месяцев назад она якобы уже рожала. В больнице женщина снова повторила знакомую историю о стремительных домашних родах. От осмотра она отказалась и сказала, что просто хотела зарегистрировать рождение сына. У малыша была слегка повышенная температура тела, поэтому его забрали для осмотра, а Норму оформили в послеродовое отделение. В тот же день окровавленное тело Кэтрин нашел ее муж. Он сразу обратился в полицию. Детективы решили в первую очередь проверить родильные дома. Они начали обзванивать больницы, и оказалось, что в ближайшую из них недавно пришла женщина с новорожденным ребенком, которая ведет себя подозрительно. Полицейские отправились по адресу и опросили Норму. Затем вызвали врача-гинеколога и настояли на проведении осмотра. Выяснилось, что женщина не может иметь детей, так как у нее отсутствует матка, и по всем признакам операция была проведена давно. Проведя расследование, полиция выяснила, что 8 месяцев назад Норма регистрировала рождение дочери, которую в принципе не могла родить. Детективы отправились к ней домой, где обнаружили 8-месячную Кэрри. После проведения ДНК-экспертизы выяснилось, что девочка является дочерью Мэри Чайлдс. Девушка подала в суд на больницу, и ей выплатили компенсацию в размере $375 тысяч. Во время судебного разбирательства Норма сказала, что была убеждена в том, что Кэтрин была любовницей Чарльза и что ребенок был от него. Женщина пришла поговорить с девушкой, но началась ссора, в ходе которой Норма в состоянии аффекта ударила Кэтрин ножом в горло. Увидев, что девушка потеряла сознание, Норма испугалась за жизнь ребенка, поэтому провела экстренное кесарево сечение, чтобы его спасти. У Нормы Джин диагностировали пограничное расстройство личности, но она была вменяемой, поэтому ее приговорили к 75 годам заключения в женском исправительном центре в Чоучиле, Калифорния. В последние годы жизни у женщины были большие проблемы со здоровьем. Она перенесла инсульт, страдала болезнью сердца и легких, артритом, диабетом, а также у нее была несворачиваемость крови.
в 2015 году женщину освободили по УДО и направили в реабилитационный центр, где она скончалась в том же году. Врачи не смогли остановить кровотечение, которое образовалось из-за пролежней. На момент смерти ей было 84 года.